Михаладзе, мать 9-летний Нино. Нино с синдромом Дауна. Она родилась в Варшаве. До рождения Нино я почти ничего не знала о этом синдроме. Немножко даже боялась. Дети с синдромом Дауна или вообще люди с синдромом Дауна для меня казались такими страшными. Но после рождения моей дочери все во мне изменилось, можно так сказать. Не только научилась того, что есть синдром Дауна, жить научилась просто. Эта маленькая крошечная девочка научила мне очень многое. Нино имела 4 годика, когда я основала организацию «Дети Солнца». Мы жили до этого в Варшаве, и мы приехали с Варшавы специально, чтобы эту организацию основать. В 2011 году уже эта организация начала действовать, и уже насовсем мы в Тбилиси приехали в 2015 году. Цель нашего приезда, у меня есть еще старшая дочка, 11-летняя девочка, и цель нашего приезда была один огромный проект, который для меня после рождения Нино является смыслом жития, можно так сказать, чтобы в Грузии сделать реабилитационный центр, где дети могут всю абсолютно то, что им надо, то, чего они нуждаются, на одном месте, абсолютно все сервисы они получали. Я начала этот проект уже в сентябре 2015 году, я открыла центр. И до сих пор с трудом, но как-то дошли. В центре я сначала привезла из Варшавы, пригласила специалистов. В течение 3 месяцев 21 специалистов в моем центре работали, в нашем центре. Они учили наших грузинских специалистов, теорию проводили, практику учили. Но навсегда я не могу их задерживать здесь. После 3 месяцев они уехали, и до сих пор мы как-то потихоньку идем. В центре у нас на данный момент 42 детей с синдромом Дауна, аутизм, АДХД, разные диагнозы. Работаем очень хорошо. Достижения у нас есть несамовитые. И я хочу одно сказать. Для меня, как для матери, конечно, очень важно, Нино читает или пишет, но для меня важнее, как она ведет себя в обществе, как она как она живет. И больше времени в центре тоже обращаем на это, чтобы дети росли самодельными, чтобы они научились не только писать, читать, добавить, отнимать, научили, как жить, как себе самому обслуживать. Что касается коллектива, сначала мы объявление дали в газете, в социальном сети, что открывается такой центр. Не очень многие люди отозвались, специалисты, студенты, в основном студенты. И как-то начали работать, но мы подходим так, как бы хороший не был человек, он должен уметь работать с ребенком. В течение 3 годов очень многие от нас ушли, и очень многие к нам пришли. В данный момент у нас коллектив, который уже больше, чем 2 года работаем вместе. 1,5 года ни один из них ни копейки зарплату не доставал.
потому что центр работал на собственное финансование, на мой собственное финансование. У меня тоже не было столько, чтобы и зарплату раздавать, и обеспечить детей со всеми этими. 1,5 года они копейки не взяли, и в течение этого года создалась у нас одна большая семья. Люди, которые никогда не имели, так как я до рождения Нино, никакого отношения не имели, они с синдромом Дауна, они с аутизмом, сегодня лучшие специалисты, сегодня могут лучше всех абсолютно работать с нашими детьми. В плане у нас очень такие, не знаю, большие планы. От государства мы в данный момент ждем площадь. Они нам передают 900 квадратных метров помещения. И мы отремонтируем это помещение. И очень такой на европейских стандартах центр у нас будет. Мы работаем от 10 до 6. Рано родители приводят детей, и до 6 часов дети получают абсолютно психолог, ABA-терапия, интеграция сенсоричная, оккупация, абсолютно все, что им нужно. И не знаю, что я могу еще сказать. Отношение. Самое главное отношение было, когда я приехала в Грузию. Это был кошмар. Я тогда пережила, можно сказать, что умерла и потом ожила опять. Я арендовала здание, где мои дети, где этот центр разместился. Через 2 недели арендатор позвал меня и сказал, что другие, не арендатор, а от кого я арендовала, сказал, что другие арендаторы протестуют, говорят, что они не могут смотреть на этих детей и просят, чтобы вы покинули наше помещение. Я подошла к одному из этих, который протестовал, и он мне сказал, что на вид твоего ребенка у меня работоспособность падает. Представьте себе, как для матери нелегко было мне это слушать. Да? Сначала не хотела оттуда уйти, но потом уже смотря на детей, очень многие думают, что они с аутизмом, они с синдромом Дауна, и они ничего не чувствуют. А я знаю, наоборот, у них чувственность, наверное, выше нас. Дети спрашивали, вот когда мы в лифт заходим, почему этот дядя выходит из лифта, почему вместе с нами не едет? Или наоборот, когда кто-то в лифте, почему они закрывают, не ждут нас? И мы покинули это здание, перешли на другой, арендовала в другом месте. И хочу, к сожалению, сказать, родители меня попросили тогда, чтобы такие акции сделать, чтобы протестовать. А я 25 лет жила в Варшаве и там научилась, что таким способом кричать ничего не дает. Можно, чтобы государство наших детей защищало. Я подала иск в полицию на дискриминацию, потому что это была чистая дискриминация. Но, к сожалению, через несколько месяцев получила ответ, что никаких знаков дискриминации они это не видели. И что больше этого я ничего такого не могу сказать. Моя дочка, очень ее любят. Она очень, можно сказать, знаменитая девочка в Грузии. Везде ее фотографии, в роликах ее снимали. Мэр города Тбилиси очень ее любит. Она тоже у меня такая жизнерадостная. И цель, которая у меня есть, это связано с ней.
вместе должны как-то пройти дорогу очень долгую и красивую. Думаю, что красивую. Потому что до сих пор дошли. Были трудности, конечно, но у меня есть старшая дочка, с ней тоже были трудности. Не обязательно, чтобы ребенок был с синдромом Дауна. Обычный ребенок тоже трудно растется. Каждый человек, который сейчас у нас в центре работает, имеет тоже те же самые цели, что у меня. Я это сказала уже почти 1,5 года, 2-й год, как мы вместе идем. Очень часто бывает, что мы зарплату не можем заплатить, потому что аренду сегодня надо платить, на зарплату деньги не остается. Зарплату не могу заплатить, потому что детям еда нужна, и на зарплату деньги не остается. Но я вам честно говорю, каждый из них, мать, сестра, бабушка, ребенка, который у нас в центре ходит. То, что как они с детьми обращаются, как они стараются, чтобы дать ребенку то, что им нужно. Это серьезно. Человек, если в себе не имеет что-то, очень большого человека не имеет вот здесь, этого они не смогут сделать. Я для того и сказала, что очень многих поменяла. Были очень хорошие специалисты, но вот я не видела того, что сейчас у этих людей, которые уже почти 2 года у меня работают, и каждый день, ну не знаю, там 10 часов человек приходит, 6 часов работу заканчивается, до 9 еле-еле до дома добирается и звонит. Инга, знаешь, что сегодня такого так сделала. Инга, ты знаешь, Георгий сегодня вот замечательно себя вел. Там, не знаю, до туна этого научился. И вот до 12 часов мы можем разговаривать на телефоне, обменять там, про достижения детей себе рассказывать. Другой день с 10 до 6 то же самое. Всего они отдают этим детям. И, не знаю, цель вот это и есть, чтобы чем больше отдать, чтобы дети научились, чтобы дети росли, развивались. И когда уже будет этот новый наш отремонтированный центр, чтобы так гордо там зашли, поднятыми головами, что вот какие мы хорошие, какие мы сильные. Что мы делаем? Кроме того, что занимаемся, там психолог, что с нами делает. Кроме этого, чем мы занимаемся? Очень много проектов вместе с родителями и вместе с нашими специалистами уже сделали. Первый наш проект был в 2013 году, когда организацию создали, в 2013 году. Это была, из Варшавы приехал очень хороший режиссер, и мы объездили почти всю Грузию, искали дети с синдромом. Сначала у меня было направление на синдром Дауна. Искали дети и людей с синдромом Дауна, и он снял очень хороший фильм, документальный фильм, который мы в Польше показали, в Варшаве. К сожалению, я потеряла этого режиссера, он куда-то уехал, и я эту премьеру в Тбилиси я не смогла сделать. Второй наш проект был первый в Грузии, первый раз наша организация на подиум вывела наших детей. Там были дети с синдромом Дауна, инвалидности, на колясках дети, аутизмом. Такие все нозологи объединились, и мы были самые прекрасные. Как мы шли на подиум, такие платья, такие костюмы, таких 3 бренда согласились, чтобы одеть наших детей, и их новую коллекцию они показали. Все это я с Варшавы организовала. Я оформила меморандум с поликлиникой, и абсолютно всякая медицинский досмотр дети имели бесплатно. Амбулаторию. Оформила также меморандум, и 3 раза в неделю мои дети
на бассейне ходят. Им это обязательно для наших детей. А это очень такая, к сожалению, дорогий сервис в Тбилиси, и нам это очень помогло. Нашим очень такими гордые из-за того, что сделали такой проект, сначала пилотажный проект, и сейчас в начале ноября уже будет презентация, большая презентация этого проекта. Первые, не то что в Грузию, на целом мире мы оказались организацией, которая сошила коллекцию. И сегодня мои девочки были как раз одеты в этих платьях. Коллекция не для, как сказать, не для детей с синдромом Дауна или аутистов, или не знаю там. Коллекция для нормальных детей, у которых ничего не болит, которые нормально развиваются. И каждый день они будут ходить в наших платьях, в наших футболках. И такие аппликации будут показывать, что где-то рядом, не знаю, в 4 классе сидит девочка с синдромом Дауна. Здесь коляска, на котором платье, там аппликация сделана. Это очень для меня, думаю, что 21 марта мы выдаем огромные деньги, чтобы, не знаю, там на футболках не только на один день, чтобы эту аппликацию наносить, синдром Дауна, 21 марта, дети с синдромом Дауна. А вот что, если каждый день люди не то, что там неполносправные, а такие люди будут ходить и показывать, что вот, смотрите, истеют такие люди тоже. Думаю, что это очень хороший проект, и это, я считаю, нашим достижением. Это очень дорогой проект. Вот можно сказать, что копейки собирали, чтобы это сделать, но сделали. Что хипотерапия, это тоже для меня очень важное. Мы очень часто нанимаем коня, там конечную, и наши дети там проводят время. Очень часто вместе с родителями. Это есть для меня главное. Если родители не могут общаться со своими детьми, там уже все потеряно. И потому мы, не знаю, там минимум 2 месяца раз собираемся, 3, 4, 5-дневные тренинги мы делаем, учим родителям, как надо с детьми работать, и потом вместе придумываем разные, не знаю, можно сказать, игры. Но игры, которые необходимы каждый день, чтобы ребенок рос, чтобы ребенок развивался. Вот такие игры и нужны. Не знаю, вот сейчас я не могу передавать все то, что мы с ними вместе делаем. Вот, например, лепим хлеб, тесто вместе, все это. Мы учим детей, как надо убирать, как надо строить даже, как надо яйцо варить, жарить.